Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня тот самый случай, друзья, когда с удовольствием смотришь и на одежду, и на моделей. Дом Изабель Маран во главе со своей основательницей продолжает диктовать настоящую французскую моду. Очаровательную и уютную, невероятно искреннюю, жизнерадостную, соблазнительную, женственную. В рамках фэшн-марафона «Недели моды в Париже» бренд представил коллекцию «Осень-зима 2023-2024», окончательно определив, что же будут носить не только жители французской столицы, но и по всему миру. Общее настроение новой совместной линейки мужских и женских образов Изабель озвучила буквально в 2 словах: желание и беспорядок. Что же вкладывает дизайнер в эти 2, казалось бы, никак не связанных по смыслу понятия? Желание уйти от проблем, свернувшись калачиком, укутаться в мягкий трикотаж, теплое пальто, или, напротив, смело шагнуть вперед, не боясь показать себя, открыто выражая свои мысли и взгляды. Зная Маран, однозначно второе. Что касается беспорядка, то у каждого из нас найдется свое объяснение. Для кого-то это всего лишь небольшое отступление от сложившихся правил, а для кого-то полный хаос и разрушение всех конструкций и четких линий. У Изабель Маран в комментариях к коллекции прозвучала такая трактовка главной идеи. Это очень чувственно, но изящно. У меня всегда так. Через край я не перебираю. И еще это очень уютно, спокойно и чуточку небрежно, добавила дизайнер. Глядя на творчество модельера, представленное сегодня на подиуме, можно уверенно сказать: все, что дизайнер называет хаосом, беспорядком, на самом деле структурно и педантично выверено и исполнено. А как же иначе? В театре не раз звучит всем известная истина: любая импровизация должна быть хорошо отрепетирована. Так и у дома Изабель Маран. Любые желания и беспорядок должны быть последовательными, обдуманными и нести ДНК бренда. Всего этого в коллекции предостаточно. Здесь царит утонченный французский стиль с большим количеством кожи и облегающего трикотажа. Мне бы хотелось сделать акцент на нескольких интересных деталях, на которые стоит вам, мои дорогие зрители, обратить внимание при дальнейшем просмотре видеоряда. Например, высокие сапоги Ботфорты. Сколько же сезонов подряд эта обувь держится в топе. Но удивительно другое – металлические змейки. Они не совсем декор и работают по прямому назначению, соединяют детали. То есть меняем высоту по настроению. В общем, как в шутку уточнила и сама Изабель Маран, вы получаете 3 пары по цене одной. Среди остальных моделей не менее эффектно смотрятся ботильоны с мега широким голенищем и босоножки с закрытой пяткой, которые крепятся на ноге, обхватив щиколотку широкой лентой. Следующий момент – иллюзия заниженной талии. Этот фокус провернули джинсы на широкой кокетке, цвет которой отличается от основного. У джинсов словно 2 уровня пояса. В результате получается визуальный обман. Заниженная талия вроде бы есть, а вроде и нет. Так что по-любому вы в тренде. За элегантный хаос в модных нарядах отвечают скошенный ряд застежек на кнопки и серебристые молнии, неровные края платья либо кожаной юбки, а также другие детали асимметричного кроя. Немного диспропорций, и мы получили тот самый беспорядок от Изабель, призванный сместить основные акценты в образе. Отдельное спасибо дизайнеру за джинсовые и кожаные комбинезоны. Свободные, комфортные, стильные. В одном из таких можно и на прогулку с ребенком, и в бар с подругами, а если не строгий дресс-код, то и на работу, не сильно заморачиваясь по поводу аксессуаров. Вещь и без того самодостаточная. Гардероб на холодный сезон трудно представить без вязаных платьев и свитеров. К базовым вариантам Маран предлагает добавить объемный узор с 3D-эффектом и сочные оттенки – красный и желтый. Что касается верхней одежды, в фаворитах у бренда кожаные байкерские куртки, тренчи, пальто-кокон, теплые дубленки.
Для финального аккорда на модной сцене, как всегда, было много сверкающего декора и прозрачных фактур. Блестящими стразами украсили даже леггинсы. Ведь вечером девушкам все непременно надлежит сверкать. Поприветствовать публику Изабель Маран вышла в сопровождении своей правой руки, дизайнера и художественного руководителя Ким Беккер. «Мы хотели сделать что-то простое, но сильное», – отметила Ким за кулисами шоу. Насколько хорошо получилось у творческого дуэта справиться с поставленной задачей, надеюсь, узнаем из ваших, друзья, комментариев. Спасибо всем за лайк и подписку. Приятного просмотра, совершенства и красоты, новых модных идей и нескучного, солнечного настроения.